На дворе царит киберпанк. Люди питаются с автоматов из каких-то слизней, полицейский запечатанный в голограмму, учитель Сплинтер проживает в канализации. Борьба за рейтинг, кто сильнее, тот и прав. А наш главный герой — это паренек, который просидел 20 лет на шее у своей матери и никуда не выходил. Вдруг оказывается в цепочке интересных событий. Слегка тормознутый, но при этом с духом воина. Хочет узнать тайны этого города. Игра начинается со смерти котика и отца главного героя. Фух, это был всего лишь сон. Отец все-таки жив, а где котик неизвестно. Как оказывается, это не отец главного героя, а Муфаса. И мы находимся в какой-то виртуальной реальности. Отец в виде голограммы говорит, чтобы мы его нашли в верхнем городе. Фух, это был уже второй сон во сне, в котором приснилась виртуальная реальность. Да, именно таким образом нас встречает игра. Наш герой слегка отсталый в развитии. Ты умственно отсталый, да? Проснувшись в гараже, вдруг осознает, что пора что-то менять. Надо бы найти отца для того, чтобы получить хоть какие-то ответы. Кто мы, что мы, кто он на самом деле и почему до сих пор стоит в очереди за хлебом. Найти работу, так как в 20 с чем-то лет до сих пор сидеть у мамки на шее занятие может быть и приятное, но не для нашего героя. И наконец пойти в качалочку. Come on, let's go. Так как наш герой настоящий мужчина, и пора уже сказать маме: нет, я не буду сидеть на попе ровно. Да и мир, в котором он живет, не такой уж и простой. Представьте только киберпанк, а на улицах действует закон кулака. Кто сильнее, тот и прав. Именно по этой причине мама его не выпускала из дома целых 20 лет. Наш герой проснулся и хочет покушать. Готовкой заниматься не нужно, так как все за тебя сделает машина. Но по какой-то причине автомат не хочет работать. А я не понял. С такой непонятной, тяжелой ситуацией может справиться только мама. Но, так как она старая, вольная женщина, она впала в ностальгию. Придется идти к соседу, а также другу по фильмам Генри. Может быть, он сможет накормить главного героя. Генри типичный такой мужичок, который при просмотре боевичков вдохновляется. Помочь он нам не может, в магазин выходит редко. Поэтому говорит главному герою, чтобы тот сам отправился в магазин и заодно прикупил ему бургер. Но тут дилемма. Мама-то не разрешает уходить далеко от дома. И Генри все же удается уломать главного героя. Бери яйца в кулак, Максим, и топай за хлебом. Не прошло и 5 минут без происшествий, как в магазин врывается грабитель. Рыльник начистить ему не получается, потому что грабитель обладает какой-то уличной школой. К тому же врывается полицейский и нас арестовывают. В полицейском участке знакомимся с голограммой. Это голограмма бывшего полицейского. Якобы те, кто заслужили уважение, их после смерти запечатывают в машину. По возвращению домой мы кушаем и отправляемся к Генри, чтобы отдать ему уже холодный бургер, а также посмотреть кинцо. После просмотра кинца мы получаем очки Козьоля. За эти очки покупаем себе пассивки. Возвращаемся домой, отжимаемся перед сном, как все здоровые, нормальные люди, и ложимся спать. Поутру отправляемся на нашу первую работу. Тут нам нужно выбивать слизней. По окончанию работы получаем бабосик. В будущем нам повстречается еще куча различных работ. Каждая работа относится к своей группировке, а также работая повышаем репутацию в этих банд. После повышения изучаем новые бойцовские трюки, а респект банды тратим на их внутренний магазин. У каждого они индивидуальные. Примерно вы должны были понять, в каком придурковатом, в хорошем смысле слова, мире мы очутились. Чтоб не спойлерить дальнейший сюжет, потому что там ожидает куча различных рофлов. Я лучше сразу перейду к обзору, к ее геймплейной части. Игра представляет из себя в первую очередь гринделку, где из обычного парня выращиваем чемпиона. В нашем распоряжении есть город, в котором представлено большое количество точек интереса. От различных видов работ, в которые у нас есть прогресс, а также свои сюжетные задания, вкупе с обучением новых видов борьбы. С квартирой, причем даже не одной. Допустим, работа в полиции предоставит нам вот такой красивый вид из окна. Работая тренером, будет доступна тренерская хибара, ну как во многих фильмах. И до разных канализаций, мостов и всего такого. На заработанные деньги тренируемся и покупаем еду. Очень много еды. Стоит запомнить и понять одну вещь. Это не бездумный кликер, это менеджмент. Нужно заранее правильно распланировать ближайшие дни. Перед боем нужно хорошенько отдохнуть. Перед работой плотно покушать и не забывать о своем настроении. Иначе при минус морали мы будем не такие уж и продуктивные. После боя восстанавливаемся, готовимся к следующему противнику и так по кругу, пока не дойдем до чемпионского звания в любительских боях, а далее уже профбои. С повышением на работе герою дают больше денег, и он сможет покупать предметы от определенной фракции. Они из себя представляют русскую мафию, Вор в законе.
Мафиозник. Якудзы и местные громилы. Имеется несколько боевых школ, приемы, которые осваиваем и можем комбинировать между собой. Стили дают новые виды ударов и развитие имеющихся, а также пассивные преимущества. После этого двигаемся по турнирной лестнице. Перед боем можем посмотреть на атрибуты нашего противника, а также его стиль боя. Между проведенными раундами мы можем менять свой стиль и выбрать другую комбинацию, а их тут очень много. Кстати, противники тоже меняют комбинации. Если наш герой редко дерется, то он получает минус мораль каждый день. Это же работает и в обратном направлении. В игре есть социальная система рейтинга. Кто лучше дерется, тот и круче занимает место в пищевой цепочке этого города. При наборе определенного рейтинга можно стать полицейским или даже получить доступ в верхний город ко всем тайнам этого мира, в том числе к секрету о своем отце. Самая важная часть и огромный плюс этой игры, что при всем этом жестком гринде игра тебя вознаграждает. Ты чувствуешь, как с новой главой игра меняется кардинально. Подход, геймплей. Уже не нужно бегать пешком по городу, а практически на халяву ездить на автобусе. На начальную работу тоже уже нет смысла ходить, потому что раз в 2 дня тренируешь своих учеников и получаешь кэш. Это же касается и полицейского участка. Помимо всего прочего, за бой с тем, кто ниже тебя в рейтинге, тебе будет платить сам этот боец. Если же ты хочешь подняться выше, то сам платишь и дерешься. Так как в мире царит киберпанк, то и тренироваться можем с помощью нейронки. Кушаем чипсы и лежим, качаем пресс. Да, вот такое нас будущее ждет. Плюс есть чипы, которые дают как бафы, так и дебафы. Некоторые из них уменьшают цену за проезд, а другие и вовсе дают плюс бонус к качалке, но только для олдскульной. Если пойти в таком случае в нейрокачалку, то кач очень сильно замедлится. Много отсылок. Я бы сказал, что сама игра это и есть одна большая отсылка. Учитель Сплинтер, но только не крыса, а местный аллигатор, человечки с фольгой на голове, которые кричат, что 5G убивает. Хоть это уже давно не актуально, но тем не менее, может быть, кого-то развеселит. Мудрец, пацанчик, ломающий ложки и много, очень много других. Поверьте, с юмором в этой игре разработчики постарались, и я бы сказал, даже перестарались. Я угорал практически каждые 10 минут с какой-нибудь выходки, отсылки или тупизны главного героя. Да и сама рисовка приятная. В игру вникаешь очень быстро, так как повествование сюжета идет линейно. Мне это очень нравится. А не когда ты открываешь карту и перед тобой сразу открыты десятки точек интересов. Провел пару вечерков в этой игре я с удовольствием. Ни в коем случае не относитесь к ней серьезно. И если планируете играть, то убедитесь, что у вас в данный момент хорошее настроение. Иначе весь этот юмор и отсылки покажутся слишком уж посредственные. А бонусом на голову упадет еще и гринд.